Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать вот такой красивый узор. Великолепнейший прием я разработала специально для вас. Раппорт ширину у меня 4 петли, раппорт высоту 4 ряда, и мои приемы находятся в шахматном порядке. Сразу скажу, что я призываю вас поэкспериментировать. Можете выполнить этот интереснейший узор буквально с любой пряжи. Смотрите, если вам будет интересно, вы сможете между раппортом одним и, допустим, другим выполнить столбики с накидом. Можно любой другой узор сделать. И хочу показать, вот смотрите, я выполнила именно приемы, видите, один ряд приемов. Частично обвязала рачьим шагом, а частично не стала обвязывать ничем. И хочу сказать, что великолепно будет смотреться, если вы буквально один ряд выполните вот таких интересных приемов, и в качестве обвязки будет интересно смотреться. Можно опять же выполнить полотно просто столбиками, сделать вот такие приемы, обвязать потом рачьим шагом, или не обвязывать, или обвязать просто столбиками без накида, полустолбиками. Я призываю вас экспериментировать. Вязание крючком — это творчество. Уникальный творческий процесс, поэтому обязательно пробуйте, и у вас получится великолепнейшее полотно, видите, необычное, интересное. Можете попробовать между, в раппорте именно между рядами сделать не полустолбики, а столбики без накида. Посмотрите, как будет смотреться. Обязательно пишите в комментариях, что у вас получилось, где вы планируете использовать. И видите, очень интересно, необычно и красиво у вас будет получаться. Не забывайте ставить лайки, делиться видео, писать, как я уже сказала, в комментариях, что получилось. И приступим к работе. Для работы я использую крючок номер 1,4. Пряжа у меня 100% мерсеризированный хлопок, 169 метров, 50 граммах. Вы можете взять свою пряжу. И вот такая красота, вот такой интересный прием мы с вами рассмотрим. Великолепно смотрится в любом цвете. Видите? Приступим к работе. Начинаю выполнение моего узора с 18 воздушных петель. Смотрите, обращаю ваше внимание, раппорт ширину 4 петли. Я буду выполнять 4 раппорта и добавлю 2 петли по одной петелечке с одной и с другой стороны для формирования полотна. То есть всего 18 воздушных петель. И выполняем цепочку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Я выполнила цепочку из 18 воздушных петель. И теперь буду выполнять полустолбики. Смотрите, я выполняю 2 воздушные петли подъема. Далее я выполняю накид на крючок и выполняю 1, 2, 3, пропускаю. В 4-ю петлю от крючка я выполняю полустолбик. Еще раз повторюсь, в 4-ю. Далее я в каждую воздушную петлю буду провязывать по полустолбику. Так я буду выполнять до конца моего ряда. Вот таким образом. Я завершила выполнение ряда полустолбиков. И теперь приступаю к выполнению моих интересных и красивых приемов. Что я делаю? Я выполняю, начинаю, точнее, выполнение ряда с 4 воздушных петелечек подъема. Выполнила 4 и работу разворачиваю. Далее я выполняю 2 накида на крючок,
пропускаю первую вершинку, с которой я выполняла воздушные петли, и в следующую вершинку я ввожу крючок и выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее, смотрите, я беру поудобнее, выполняю накид на крючок и ввожу крючок в накид и нить столбика. Смотрите, то есть захватываю вот таким образом и вытягиваю. Оставляю не провязанным все на крючке, накид, и следующий захват я делаю вокруг столбика и вытягиваю. Далее я повторяю то же самое, только в следующий накид. Выполняю накид, ввожу крючок, захватываю накид и нить столбика. Вытягиваю, оставляю опять же все на крючке. Далее накид вокруг столбика и вытягиваю. Далее я ввожу крючок в вершинку следующего столбика, захватываю нить и вытягиваю. Далее смотрите очень внимательно. То есть вот видите, я сейчас разделю. Это разделение будет хорошо видно, когда я выполняла провязывание в накид и вокруг столбика. Это у меня как бы один будет кластер, и опять же в накид и вокруг столбика следующий кластер и моя нить. Я захватываю рабочую нить и провязываю, скажем так, в первый кластер, да, вот видно прямо провязывание идет, видите, в накид нижний. Захватываю, провязываю и теперь 2 петелечки на крючке провязываю вместе и немножечко подтягиваю. Вот такой прием у нас с вами получается. Смотрите, что я делаю дальше. Накид на крючок и ввожу крючок вот под петлю. Ее хорошо видно, да, которая, ну, условно скажем, между моими вот этими кластерами. Первое провязывание, накид и второе провязывание. Далее накид, и вот за нижнюю часть моего столбика я выполняю первое провязывание и второе, то есть вот такие натяжечки. Далее ввожу крючок, вытягиваю и опять же в 2 приема, то есть вот первый мой такой кластер, да, получается, второй и 2 петли немножечко подтягиваю, поправляем. И вот такая красота у нас с вами получается по лицевой стороне и по изнаночке. Далее я выполняю одну воздушную, 2 накида на крючок, пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами. И выполняю точно такой же прием. И мы с вами продолжаем и еще раз повторим выполнение нашего приема. Я буду показывать медленно. Накид, ввожу крючок в накид и нить столбика и вытягиваю. Первая натяжка готова, накид вокруг столбика, вторая, далее накид, провязываю накид и вокруг столбика. Все очень просто. Вы попробуйте, и у вас все получится, будет очень красиво. Далее вытягиваю петлю. Смотрите, обращаю ваше внимание, сильно вытягивать петлю не надо, она где-то должна быть на уровне вот нижней части вашего столбика. И провязываю первый кластер, будем так условно его называть, да. Далее второй и 2 вместе. Далее накид, и вот петелечка уже хорошо видна. Первая натяжка, натяжка это накид и вытянутая петля, вторая и за нижнюю часть. Первая натяжка, вторая, ввожу крючок в вершинку следующего столбика, опять же сильно не вытягиваем,
И провязываем первую часть, вторую и 2 вместе. Вот видите, такая красивая, очень интересная, как плетеночка прямо у нас с вами получается. Далее воздушная. 2 накида на крючок, ввожу крючок, пропустив вершинку в следующую и столбик с 2 накидами. И так я выполняю мои приемы до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение моего ряда интересных вот таких приемов, которые я разработала. Я выполняю 2 накида на крючок, пропускаю. Смотрите, не забываем вот воздушную петелечку вязать еще. Вы помните, да, прием и воздушная петля. 2 накида, пропускаю вершинку, ввожу крючок, воздушную петлю подъема и выполняю столбик с 2 накидами. Не забываем его выполнять. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда. Следующий ряд у меня будет ряд полустолбиков. Здесь все просто. 2 воздушные петли подъема, работу разворачиваю, накид, под воздушную выполняю полустолбик. Обращаю внимание, вершинку я пропустила. И считаю, первый полустолбик готов, и далее в каждую вершинку. Второй, третий и 4. И далее опять продолжаю. Под воздушную 1, далее 2, 3 и 4. И так далее мы выполняем наши полустолбики до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение ряда полустолбиков. И не забываем провязывать полустолбик, мою 4-ю воздушную петелечку подъема. Очень внимательно. Вот видите, я завершила выполнение ряда. И далее я выполню 1, 2, 3, 4 воздушные петелечки подъема и работу разворачиваю. И как я и говорила ранее, следующий ряд я выполняю в шахматном порядке. То есть, ну скажем так, узор у нас будет, вот наши интересные такие приемы будут расположены в шахматном порядке. Что мы делаем? Я выполняю 2 накида на крючок, пропускаю первую вершинку, в следующую вершинку выполняю столбик с 2 накидами. Выполнили. Далее воздушная. И далее 2 накида на крючок. Я пропускаю одну вершинку, ввожу крючок в следующую вершинку и выполняю столбик с 2 накидами. И теперь приступаю к выполнению моего приема. Накид, беру поудобнее. И здесь я буду выполнять немножко побыстрее. Провязывание, накид и еще одно провязывание. Ввожу крючок в следующую вершинку и теперь выполняю провязывание 1, 2 и 2 вместе. Накид под петелечку 1, 2, далее в нижнюю часть 1, 2, вершинку и провязывание. Провязываем, напоминаю, не вытягиваем сильно эту петлю. Первое провязывание, второе и 2 вместе. Все, мой прием готов. Осталось выполнить одну воздушную, не забываем. И вот такая красота у нас с вами получается, видите. Далее 2 накида, я пропускаю одну вершинку, в следующую ввожу крючок и выполняю точно такой же прием. Я выполню его. Далее вы продолжите выполнять самостоятельно. Вокруг столбика, в накид, вокруг столбика, в следующую вершинку и провязываю 1, 2 и 3. Накид,
Провязываю 1, 2 и нижняя часть 1, 2, ввожу крючок в вершинку и провязываю первое провязывание, второе и третье, и обязательно воздушное. Поправляем и смотрим. Вот такая красота у нас с вами должна получиться. Так вы выполняете до конца вашего ряда. Ваш ряд намного больше, конечно же, будет, чем мой. И далее я завершу ряд выполнять вместе с вами. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И хочу обратить ваше внимание, поскольку мы с вами не добивались симметрии выполнения нашего узора, то я покажу, как завершить ряд в этом случае. Если же вы будете именно симметрично располагать, вам нужно выполнить дополнительные расчетики, то есть добавить еще воздушные петли с одной или другой стороны. Я выполнила воздушную, 2 накида на крючок, пропускаю вершинку столбика и вершинку следующего столбика, ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами. И теперь буду выполнять прием этот, но не полный, то есть рассчитанный не на 3 столбика, а всего лишь на 2. Накид, провязываю. То есть, ну, все то же самое, да, только начинаем работу с нашего столбика и заканчиваем нашим вторым столбиком. Вводим крючок и один сегментик провязываем, второй и 2 вместе. И вот в сущности наш прием завершен. Далее 2 накида на крючок, и теперь очень внимательно ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами. Вот в случае именно нашего выполнения полотна, когда наши приемы находятся в шахматном порядке, и я повторюсь, мы выполняли только раппорты, не добивая симметрии, у нас получится вот такой внешний вид нашего полотна. И я продолжаю. Теперь смотрите, нам остается выполнить еще ряд полустолбиков. 2 воздушные, работу разворачиваю, накид, пропускаю вершинку первого столбика, в следующую вершинку ввожу крючок и выполняю первый полустолбик, второй и под воздушную полустолбик. И так в каждую вершинку. 1, 2, 3 и 4. Так мы выполняем с вами до конца нашего ряда. Мы с вами находимся на изнаночной стороне и завершаем ряд полустолбиков. Накид, я ввожу крючок и очень внимательно не забываем провязывать петли подъема. В петелечку подъема выполняю полустолбик, видите. И теперь 1, 2, 3, 4 работу разворачиваю и могу приступить к выполнению опять же нашего первого раппорта в высоту. Всего у нас 4 раппорта в высоту. 1, 2, 3, 4. Все очень просто. Я начну выполнение, вы продолжите самостоятельно. И опять же хочу подчеркнуть, что в этом случае я выполняла 4 раппорта в ширину, я не добивалась симметрии, и в этом случае я раппорт просто разделила на 2 части. То есть вот 2 петелечки здесь я выполнила за счет, видите, столбика и воздушной, и здесь за счет вот этого приема. Вы можете провести дополнительные расчеты и выполнить симметрично, или выполнить круговое вязание, тоже будет очень интересно и красиво смотреться. И это я уже объясняю для продвинутых рукодельниц. Далее я продолжаю, после того как выполнила 4 воздушные петли подъема, 2 накида на крючок. Очень внимательно пропускаю первую вершинку, в следующую ввожу крючок, выполняю столбик с 2 накидами. И начинаю выполнять наш прием.
накид, провязываю, далее вокруг столбика, накид, провязываю накид, вокруг столбика, ввожу крючок в вершинку, подчеркну, сильно не вытягиваем и провязываю один сегмент, второй, ну или часть, и 2 вместе. Вяжу немножко быстрее, потому что мы с вами все это уже выполняли. Накид, 1, 2, 3, 4, вершинку и 1, 2 и 2 вместе. Итак, мы с вами выполняем на необходимую нам высоту. Дорогие друзья, сегодня мы с вами научились вязать интереснейший узор. Прием я разработала специально для вас. Раппорт ширину у нас 4 петли, раппорт высоту 4 ряда. И обращаю ваше внимание, что вы можете использовать просто сам прием. Экспериментируйте, комбинируйте его, допустим, просто со столбиками, с накидом, без накида, с полустолбиками. Выполняйте в качестве, вот видите, такой как обвязки. Я выполнила специально прием и частично обвязала рачьим шагом, частично не стала обвязывать. И вы видите, да, как интересно и необычно и очень красиво смотрится. Буквально один ряд такого приема, и ваше изделие будет смотреться совершенно по-другому. Еще раз призываю вас экспериментировать, пробовать разные варианты. И хочу подчеркнуть, что вязание крючком — это процесс творческий. Вот такая красота у нас с вами получается. И покажу маленький фрагментик, который мы с вами связали именно в бирюзовом цвете. Будет интересно, необычно смотреться буквально в любом цвете и из любой пряжи. То есть можно и из полушерсти попробовать. Думаю, будет очень-очень интересно. Спасибо, что вяжете вместе со мной. Огромное спасибо за те комментарии, за те отзывы, за те идеи, которые вы пишете. Продолжайте знакомить меня с тем, где вы использовали тот или иной узор, то или иное полотно. Может, прием просто используйте. Не забывайте ставить лайки и, конечно же, до новых встреч.